Приветствую всех, кто хочет познать тайны проклятых земель. Сегодня я вновь подготовил интересные факты об этой старой, но все еще актуальной игре. Мы наконец-то закроем вопрос о том, есть ли зима на Гепате, и обсудим несколько интересных деталей персонажей, касающихся их анимаций и одежды. Но прежде чем мы перейдем к фактам, хочу сказать спасибо за активность под прошлым видео. Ваши лайки, комментарии и подписки реально помогают не только продвижению канала, но и популяризации самой игры. Так что вы все правильно поняли. Лайк, подписка, коммент и погнали! И первый факт показался мне невероятно интересным, когда я обнаружил его. Вы наверняка помните того самого мерзкого орка, который удирает от Зака, из-за чего многие собирали за собой огромную толпу из тигров, кабанов, волков и блуждающих огоньков. Но знали ли вы, что его поведение неправильно прописано? Потому что после того, как он впервые вас увидит, он впадает в бесконечную панику и просто носится по локации. Однако, если дойти до зоны перехода и перезайти на локацию река и острова, все встанет на свои места. Ведь у побега этого орка есть цель. Он держит путь на гору Совета, как и написано в квесте. Там его, по задумке, должны ждать его соплеменники. Более того, разработчики сами дважды говорят нам о том, что он должен не просто убегать от нас, а бежать именно на гору Совета. Однако мало кто обращал внимание на это. Вот, послушайте сами в этом диалоге. Орки, как бумагу заберут, тебе дожидаться не станут. Опоздаешь, придется тебе искать гору Совета. На ее вершине орки обычно обсуждают самые важные дела, а прищучить избранного – дело не шуточное. Ну и кроме того, в описании самого задания также говорится об этом. Орк успел забрать бумагу и теперь несет ее на гору Совета для того, чтобы передать вождям. Гора Совета расположена недалеко от дороги из предгорий к реке, и на ее вершину ведет тропинка, начало которой отмечено орковскими знаками. Однако, думаю о том, что он действительно может туда дойти, знал мало кто. Ну и пока мы не покинули Гепат и убежище старой знахарки, давайте обсудим вопрос, который не раз поднимался и в чатах, и в комментариях под разными видео о проклятых землях. Кстати говоря, по прошлым выпускам тоже говорили об этом. А если вы еще не смотрели его, то в правом верхнем углу сейчас появилась подсказка. Ну и наконец давайте окончательно закроем вопрос. Есть ли зима на Гепате? Ответ – да, зима есть. Во-первых, на горе в заставке перед игрой можно увидеть снег, как верно отметил в комментарии Олег. Возможно, там даже действительно и белые тигры имеются. Однако кто-то скажет, ну это просто высоко и холодно, поэтому там и снег. Окей, вполне разумный аргумент против. Но есть железный аргумент за. Айри и Эстера в диалоге перед походом в обсерваторию прямо говорят, что на Гепате есть зима. Только жаль, что сейчас лето. Зимой проще было бы. Перейти озеро по льду куда легче, чем по берегам плутать. Это тебе непутевые зимы надо ждать, а избранный он и сейчас пройдет. Так что супер, мы нашли официальное подтверждение. Ну, кто знает, может и на Ингосе это бывает. По крайней мере в теории. Кстати, спасибо Айре за ответ на наш вопрос. И вы не заметили кое-что странное во внучке Эстеры? Да, присмотритесь. На Айре надета та же рубашка, что и на Заке. Посмотрите сами. Сперва это не столь очевидно. Однако стоит снять с Зака штаны. Oh my! Откуда у знахарки одежда с Хадагана? Теория моря от нашла до путешествий между водами, которые мы уже обсуждали. Но не будем тут все невероятные версии перечислять. Свои же теории можете оставить в комментариях. Ну и коли уж мы начали говорить об одежде персонажей, давайте перечислим всех с уникальной броней. Ведь, как вы верно отметили, их достаточно много. Во-первых, это, конечно же, знахарка, которую мы обсуждали в прошлой части. Немногие обращали внимание на то, что броня старой знахарки сделана из тигра, но из тигра не простого, а белого. У нее уникальная броня. Однако помимо нее, игрок не сможет также получить броню Горта Воеводы,
которого целый уникальный сет, броню капитана Тильвара с Ингоса. Губернатор Вейросян также имеет свой уникальный роскошный камзольчик. Брат Хатур носит довольно-таки странный, но тем не менее уникальный сет брони. Также великий маг Ткарик имеет уникальный халатик, да еще и посох. И, конечно же, Эрфар, у которого уникальный нагрудник, хотя и здесь это скорее измененная моделька хадаганской куртки из крепкой кожи. Впрочем, у этой брони, тем не менее, есть даже своя модель. Вроде все персонажи с уникальными доспехами, но поправьте меня, если я кого-то забыл. Еще у Аджалы, хоть и доступная для ношения одежда, но интересно, что она шелковая. Джунка, скажем прямо, живет не бедно. Ну а теперь давайте обсудим несколько фактов о перечисленных персонажах. И начнем, пожалуй, с Эрфара, одного из немногих персонажей в игре, который использует анимацию стояния на коленях. Мне удалось найти всего в 2 моментах за игру данную анимацию. Видим мы ее в самом начале у молящихся, ну и, соответственно, когда Эрфар умоляет Зака о пощаде. Избранный, я в твоей власти, но не убивай меня, я тебе еще нужен. И вот, кстати, вот этот второй момент, это сценарно прям чеховское ружье. Ладно, если быть точным, то ружье взводят и вешают на стену, когда Эрфар сбегает из поселка, после чего многие могли и забыть о нем, пока не прогремит выстрел в финальном акте игры. Такой вот интересный литературный факт о сценарии игры. Ну а с Гипата мы отправляемся на Ингос и поговорим о капитане Тильваре, местном воеводе, броня которого, думаю, впечатляла многих. Однако, лишь у Зака есть возможность познакомиться с этим персонажем, ведь в сетевой игре его уже нет, а судьба его раскрывается в квесте «Пропал капитан Тильвар». Я очень беспокоюсь за капитана Тильвара. С тех пор, как я послал его с отрядом уничтожить червелицых около шахт, от него нет никаких известий. Мне нужен человек, который бы отправился на север за озеро и выяснил, что с ним случилось. Кстати, этим человеком можете быть и вы. Почту за честь, ваша милость. Но мне хотелось бы понять, ведь до сих пор червелицы считались подземными жителями. Мне что, надо будет отправиться под землю и сражаться с ними там? О нет, пусть эти кошмарные создания живут себе в своих подземельях сколько им угодно. Я же приказал Тильвару уничтожить лишь тех, что посмели появиться на поверхности земли. Кстати, вы тоже можете принять участие в этом деле, а если оправдаются мои худшие подозрения, выполнить его самостоятельно. Я не обещаю вам награды, но вы получите бесценный опыт борьбы с этими существами. Там он погиб в бою с червелицами. Господин губернатор, я принес вам 2 вести. Одна из них печальная. Капитан Тильвар был убит недалеко от ворот к шахтам. Вторая же более радостная. Червелицы уничтожены. Да, я, конечно же, почту память Тильвара минутой молчания, но сначала мне надо поскорее написать в столицу, что под моим умелым руководством угроза Ингосу ликвидирована. Впрочем, в этом донесении я упомяну и о ваших заслугах, и, может быть, месяца так через 3 вы получите грамоту с официальной благодарностью. Кстати, этот факт о его гибели, а также многие другие квесты позволяют однозначно установить, что сюжет сетевой игры происходит после похождения Зака. Вот еще несколько интересных диалогов об этом. Да какое тут веселье! Ящеры, что на севере средних гор живут, поросенка Пяточка украли. Его, помнится, еще избранный пинал почем зря, а Пяточек, он так переживал. Он же такой умный, такой ласковый, а теперь был поросенок, и нет поросенка. Совсем недавно я не мог допустить и мысли о том, что в моей пещере могут появиться люди. В поисках своих соплеменников-джунов я совершенно не думал о людях других рас. Но по жестокой иронии судьбы в своей слепоте я не узнал того, кого искал, хотя он стоял рядом со мной, и его истинный облик скрывало простейшее заклинание. Последний факт у нас, кстати, как раз связан с Ткариком. И это факт о том, как правильно заходить в хату великого мага. Дело в том, что, играя за Зака, можно сломать себе игру, если неправильно зайти в жилище старого джуна. Стоит вам подойти к пещере сбоку, как никакие диалоги с магом не запустятся.
а единственный выход, который вам останется, это перезагрузить игру и зайти нормально. Хотя на самом деле у этого бага есть и второй вариант, когда достаточно будет только перезайти в пещеру. Как именно сработает баг, зависит от того, успели ли вы зацепить триггер выполнения квеста до того, как зашли в пещеру или нет. Успели, и поможет только перезагрузка. Не успели? Тогда достаточно перезайти в пещеру. Скорее не факт, а баг, но тоже весьма интересно. Ну, и теперь поговорим о комментариях, которые вы оставили под прошлым видео. А точнее исправим некоторые ошибки, которые вы заметили. Но прежде чем переходить к ним, для тех, кто досмотрел до почти самого конца, помимо активности вы можете поддержать канал также и монеткой. Ссылка на Donation Alerts в описании. Да, гоблина дозорного можно стереть с лица Гепата. Нельзя активировать дальнейшие диалоги, которые появляются после этого. Это действительно так, да, признаю, есть моя ошибка в этом факте. Но, на мой взгляд, так просто объяснять проще. Потому что нет диалогов, нет и возможности их активировать. Нужно 100, а не 101 ловкости рук для того, чтобы обворовать самых простых мобов. Окей, давайте проверять. Берем Зака, 4 экспы, качаем ловкость рук и проверяем. Давайте сначала проверим 99 ловкости рук. Так, проверяем. Ну и проверяем, что кабан не обворованный. Теперь проверяем 100 ловкости рук. Вновь проверяем, что кабан не обворованный. Ну и 101 ловкости рук. Увы, как вы видите сами, чтобы обокрасть любого моба, требуется 101 и больше навыка ловкости рук. На самом деле Цви все же не прав. Давайте еще раз прокачаем ловкость рук до 100. Теперь читом отправимся в развалины. И попробуем обокрасть вот эту лягушку. Видите, у меня все вышло. Однако работает это только в развалинах. Да, действительно, Бабур не говорит, чьими конкретно деньгами мы пользуемся. Так что, возможно, не джуновские. Впрочем, это целый отдельный факт, о котором мы еще поговорим в будущем. Да, окей, вполне дельный комментарий. Всех не воруешь. Но многих можно. Действительно, есть проблема с тем, что с летающими мобами нельзя взаимодействовать частью доступных инструментов, как площадными заклинаниями, так и возможностью обворовать их или ударить. В части комментариев, которые я не упомянул, содержатся целые факты, которые войдут в будущие сценарии видео. Никакого игнора на этом канале нет, я все читаю, по крайней мере пока что, ведь комментариев все еще не так много. Вот такие факты на сегодня у нас были. Если узнали что-то новое, не забудьте поддержать ролик лайком, комментарием и подпиской. Если вы знаете какой-то интересный факт, поделитесь им. Самые интересные обязательно попадут в следующие выпуски. И, конечно, для тех, кто досмотрел до самого конца, можно поддержать канал с помощью прямого доната через Donation Alerts. Ссылка в описании. Ну, а на этом все. Спасибо за просмотр и увидимся, когда увидимся.